well, you know, promises and the vision for you somehow. You have an hour, and then we'll have an hour for, you know, for the questions and answers. Hold on. Виталий, ты скажи людям, что он будет спикерить час, а потом остальное будет вопросы и ответы, да? Хотя, в принципе, это мог сказать я только что, и, по-моему, уже сказал. Ладно, все. Sheldon, it's your stage, man. Hi, everybody. My name is Sheldon F. I'm an alcoholic. Всем привет, ребята. Меня зовут Шелдон Ф, я алкоголик. It's a pleasure to be invited here today. Some of you I have met before, and some of you are new friends, but it is an honor to be here. Это честь быть приглашенным сюда, ребята. Некоторых из вас я уже видел и знаю, и рад, что я здесь. I've been asked to share my experience, strength, and hope as it relates also to the promises and to a vision for you. Меня попросили поделиться моим опытом, силой и надеждой в разрезе того, как это связано с обещаниями программы и с, так сказать, видением будущего для вас. But I'm going to share with you parts of my story that I hope will show you what it was like for me, what happened, and what it's like today. Я поделюсь с вами частью своей истории, которая, надеюсь, покажет вам, как это было, что случилось и что мы имеем сегодня. And how the many promises of Alcoholics Anonymous have come true in my life. И как очень многие обещания анонимных алкоголиков стали истинными в моей жизни. I was very confused when I first came to Alcoholics Anonymous and I first heard the term the promises. Я был, честно говоря, очень растерянным, когда я впервые пришел в анонимные алкоголики, а уж тем более, когда я услышал впервые об обещании. Because the portion that is read at meetings that people refer to as the promises. Ну, потому что очень часто на собраниях, когда люди говорили о обещаниях, are only some of the promises. They are the 9th step promises. Это, как правило, самые популярные обещания 9-го шага, да? And when I was new, I was not doing the step work, not involved in the book, not anywhere close to step 9, and I was sitting in meetings waiting for these promises to materialize. И поймите, пожалуйста, когда я впервые пришел и сначала был в анонимных алкоголиках, я не работал по шагам, да, я был, так сказать, по-прежнему СРМ, и речь идет об обещании 9-го шага. Так вот, я сидел на всех этих собраниях и ждал, когда же это произойдет. And I'm not even sure that I understood what they were, and I'm not even sure that I could see the value in them in my life. И, честно говоря, на тот момент я вообще не видел, как они могут произойти, да и особой ценности в них в соотношении со своей жизнью я не видел, если честно. The problem that I had when I first arrived at Alcoholics Anonymous is that I had drank myself out of every opportunity. Понимаете, моей проблемой, как мне казалось, основной, когда я пришел в анонимный алкоголик, она заключалась в том, что я на самом деле пропил все свои возможности. Every relationship. Все отношения. Every friendship. Всю дружбу. All the hope and dreams I had of my life. Все надежды и мечты, честно говоря, которые были у меня на тот момент в моей жизни. I felt hopeless, alone, and depressed. Я чувствовал себя абсолютно безнадежным, одиноким и находился в депрессивном состоянии. There had been a time in my life where drinking, and for me also taking some drugs, had made me feel complete and made me feel alive. Был период времени, когда употребление алкоголя и наркотиков создавали у меня ощущение полноценности вот этой жизни, такой, какой она должна быть. But those days were gone. Но это все ушло. The only hope and promise, the only relief that I seem to get from drinking now
И единственное, что осталось, да, вот от алкоголя, was the promise and the anticipation of before I drank, that this is where most of the joy came from. это вот основное, да, было в преддверии выпивки каждый раз, когда я все еще надеялся, что мне удастся вернуть те ощущения. I would lie to myself and kid myself that I'm going to go on a run, I'm going to get drunk, and that it's going to be all of the things that maybe it had been years before, but had not been for a long time. И я продолжал врать себе, как часто мы все делаем, да, что вот на этот раз, когда я снова уйду в очередной вот этот вот забег, что называется, я наконец-то смогу вернуть все те ощущения, которые я испытывал когда-то при употреблении. But as the run progressed and came to an end, all drinking gave me was embarrassment, shame, I'd be broke, and I'd be in trouble. И все, что на этот раз я, как правило, получал вместо того, что ожидал, мне было стыдно, я обязательно где-то накосячил, я был в совершенно ужасном финансовом положении и, в общем-то, в депрессивном состоянии. Все. Before I was able to get sober, I had been coming to AA for 3 years. Прежде чем я наконец-то протрезвел, я приходил в анонимные алкоголики в течение 3 лет. And it was always the same story. I came here because I was in trouble. И, разумеется, я приходил по одной и той же причине всегда, да, потому что у меня жопе. And for a couple of days, sometimes a week or so, I would feel relief and gratitude that I was in AA and getting sober. И в течение, может быть, пары дней, там, недельки, да, мне становилось немножко легче, и я испытывал даже определенное чувство благодарности в связи с тем, что я нахожусь в ваших рядах. But after a very short amount of time, what would happen to me is what always happens in sobriety. Но спустя какое-то достаточно короткое время происходило то со мной всегда, что всегда случалось со мной, назовем это в трезвости. The low-level depression would start to take over. Это начиналось с какого-то низкого уровня такого депрессивного состояния. The color would run out of life. И знаете, вот самое лучшее, цвет жизни, он терялся, он затирался. And it would feel heavy, and I would be a mope. Мне становилось тяжело. Я становился совершенно опущенным. Да? Не в плохом смысле этого слова, не в тюремном. And Alcoholics Anonymous didn't feel like a joyful place. In fact, it felt like I had been sent there for punishment for my drinking. И вот в такие минуты, да, анонимные алкоголики переставали быть для меня каким-то радостным местом. Это скорее напоминало, знаете, что меня вот этот срок отбываю, да, мне вот сюда вот надо, потому что я вот так вот накосячу. And that the promises that nobody told me, but that I felt like you offered. И вот эти вот обещания, да, которые вы предлагали, да, is that if I came to AA, one day at a time, I could stay sober and miserable forever. Для меня, например, это ощущалось так, что если вот все сбудется, то в конечном итоге я смогу оставаться трезвым просто на вот ежедневной основе и чувствовать себя так вот херово. I would come to the meeting maybe every night at 7 o'clock. Я приходил на собрание где-то часов в 7 каждый вечер. I would walk in and you would say, "How are you?" Я приходил, вы спрашивали меня, как ты? And I would say, "I'm miserable. Я говорил, что мне плохо. My job is terrible. У меня ужасная работа. My apartment is terrible. Мне не нравится, где я живу. If I have a girlfriend, she's terrible." Ну, если бы у меня была на тот момент девушка, то она такая же, как работа и место жительства. But at least I'm sober. Ну, я трезвый. How are you? А вы как? And you would say the same. И вы говорили тоже, что вы трезвый. And then we would shake hands and say, "See you tomorrow."
А потом мы жали друг друга и говорили, ну, до завтра. And this is what I thought my life would be like. And it was added to the depression and added to the misery that I felt inside. И я, честно говоря, думал, что моя жизнь с этого момента будет вот именно такой до конца. И это только добавляло и к моей депрессии, и к моему вот этому ужасному совершенно ощущению. And as this uncomfortability grew, what would start to fade is my memory of what drinking was really like. И понимаете, вот когда вот это вот депрессивное ужасное состояние повышалось в своем уровне, таким же образом улетучивались мои воспоминания о том ужасе, в свою очередь, который я получал от пьянства. Они исчезали. I would forget the embarrassment, Я the забывал, humiliation. о постыдности тех вещей, которые со мной происходили. The being broke, Я забывал о том, что я разорял себя таким образом. the losing my job, Потери работы, all of the relationships and friendships in ruins. все взаимоотношения и моя дружба, которые я прервал из-за этого. And I would create a fantasy in my head И у меня появлялась фантазия, that drinking was like it was in the early days. что пьянство на самом деле еще по-прежнему может быть таким, каким оно было когда-то. As if I were to go drink, what it would look like is that I would be at a fancy restaurant, sipping champagne, laughing with beautiful women. И что на самом деле вот мое пьянство будет выглядеть, как я, сидящий в шикарном ресторане, пьющий дорогой шампусик в окружении потрясающе красивых дам. Instead of alone in my apartment with puke on my shirt and pee in my pants. Вместо того, чтобы сидеть в своем вот этом вот унылом месте жительства, какой-то квартире, которую я снимал, с заблеванной рубашкой и обоссанными штанами. And this gap, the difference between my fantasy of my drinking and the uncomfortability of early sobriety would get so huge. I would drink even though I had promised everyone and everything I would not. И в конечном итоге разница, вот это вот расстояние между тем, как оно было, и тем, где вот я находился в этот момент, становилось таким по размеру, что я в конечном итоге шел пить, и там повторялось заново. Not once, not twice, but many, many, many times I get sober to get drunk, to get sober to get drunk. И это было не раз, ребята, и не два, а много-много раз, когда я трезвел, чтобы снова потом начинать пить, чтобы снова трезветь, чтобы снова потом начинать пить. Замкнутый круг. And I feel stuck. I don't want to live my life the way I'm living it, but I don't see another way out. It is almost as if I have decided the pain of drinking is less than the pain of being sober. И понимаете, я чувствовал себя, как будто вот я застрял. Я и жить так с одной стороны не могу, а с другой стороны у меня ощущение, что боль, которую я испытываю, когда я пью, все-таки меньше, чем боль, которую я испытываю, когда я трезв. Even though I know it's not true, it is the way my spirit feels, and I am broken and I am stuck. И хотя я понимал, наверное, на каком-то уровне, что это не так, но тем не менее мой дух, вот моя душа моя, она ощущала себя таким образом, поэтому я чувствовал себя в абсолютно безысходном, безвыходном положении. I remember being maybe 1, maybe 2 weeks sober in my current period of sobriety. Я помню, когда я был трезвым, там где-то неделю или две, вот, на тот момент. And there was a young man by the name of John who, like me, was a newcomer. И был там парень, звали его Джон, он был тоже, как и я, новичок. And John, like me, was unable to stay sober. И у него тоже не получалось оставаться трезвым. But he asked me a question that hit me very hard. Он задал мне вопрос, который вот, реально был таким ударом по мне. He looked me dead in the eye and he asked me, "What do you want from AA?" Он задал мне вот такой вопрос. Он говорит, ты от анонимных алкоголиков ты чего хочешь? Not
not a very deep question, but I remember it because of the way it affected me. И знаете, если вы думаете, вопрос по сути своей не столь уж и такой глубокий, но я помню, как по мне это ударило. I'd never considered what I really wanted from AA. I only came here because I was in trouble. I only came here to hide. Знаете, я понял, что никогда, в общем-то, не придавал этому никакого значения. Я приходил сюда только потому, что у меня были какие-то проблемы, и мне надо было от них спрятаться. And I suppose what I wanted was something that seemed absolutely impossible. И теперь я понимаю, что тогда мне, видимо, хотелось того, что было абсолютно невозможно. If I could have answered that question today with the knowledge that I have today, what I would have wanted is I would have wanted to know that AA could work. Знаете, если бы я сегодня отвечал на этот вопрос, зная то, что я знаю, я бы, наверное, ответил на него так, что мне бы хотелось, чтобы вот анонимные алкоголики сработали. And what would it mean for AA to work? Ну а что это значит-то, сработать? It would mean that I could be sober and comfortable and happy in my own skin. Это бы означало, что я мог бы быть трезвым, достаточно счастливым и при этом ощущать себя нормально в своей собственной шкуре. Maybe not to the extent of my early drinking, but in the same way that some of the color would come back into my life, even though I was sober. И я не претендую на то, что там должно было быть так же ярко, как в самом начале моего пьянства. Но хоть какое-то что-то бы вернулось в эту жизнь, какой-то цвет, позволяющий мне чувствовать себя там комфортно. Maybe not the bright neon colors of the party days. Maybe some muted pastel colors, but some colors nonetheless. Ну, знаете, я же не прошу вот этих неоновых ярких вещей, как там на дискотеках, да, когда вы впервые начинаете это делать. Я хотел чего-нибудь хотя бы пастельного, чтобы хоть это появилось в моей жизни. That the air would feel lighter. Чтобы воздух чувствовался нормальным, легким. That the depression would subside. Чтобы депрессия как-то, снизилась. And that I could find some joy sober. Я бы мог найти хоть какие-то радости, будучи трезвым. I'm not asking for millions of dollars or to be surrounded by models. I'm looking to feel some peace. Я даже, мне не нужны миллионы, мне не нужны вот эти красавицы, модели вокруг меня. Я хочу просто чувствовать себя хоть немного умиротворенным. But this seemed so impossible to me, that there was nothing inside of me that could create that reality when I was sober. Но это казалось мне абсолютно невозможным, потому что ничто внутри меня не могло возродить или создать что-то такое. If I could express this to people, and I don't know how good of a job I would do of expressing it, but if I could express this to people, they would always come with the same answer. И если бы я хоть как-то мог выразить это словами, да, я не знаю, удалось мне это или не удается мне это, но это то, чего я на самом деле хотел бы. To have that happen, you need to find a power greater than yourself. You need to find and access some kind of God in your life. И к чему это все сводится? Это сводится к тому, что для того, чтобы это произошло, мне нужна какая-то сила, которая сможет это произвести на свет, что называется. Which is not good news for me. А для меня это не хорошая вещь, потому что у меня проблемы с Богом. It's like the booby prize. It's like the impossible dream. I wish I could believe in God. You've been telling me for years to believe in God, but I don't have the ability. И у меня большая проблема, ребят. Вы говорили мне годами, что я должен верить в Бога, а я не могу, не могу и все, не могу. I would even persuade myself that my real problem is that I'm too smart. That if I was a little bit more dumb, then I could buy your God story. Понимаете, моим объяснением этому был тот факт для самого себя, что я, видимо, слишком умен, да, будь я подурнее, я, может быть, купился на эту историю про Бога, но я очень умен. But for me,
God was no answer. So I suppose the other thing I would want to know that AA works and that it could allow me to be comfortable in my own skin. But more importantly, or as importantly, for AA to work, that would mean I would have to find God. И, по сути, все сводится к тому, что я очень хотел бы, чтобы анонимные алкоголики работали, да, в любой жизни, но это также означает только одно, что я должен каким-то образом найти Бога. And I go to my sponsor with this realization. Я прихожу к своему спонсору вот со всем вот этим вот. And I tell him how despondent I feel, how lost I feel. Я объясняю ему, насколько я потерян, насколько как это все, ну, это не вяжется все. And he tells me that this is the purpose and the only purpose of the steps, that if I will take the steps, that the steps will introduce me to God, and then I will be able to find out whether or not AA can work. Но он мне, в свою очередь, говорит, что это и есть целью шагов, что если я пройду по шагам, то я смогу обрести того самого Бога, а там уже я могу решать, работает или не работает. As I look back, it seems so stupid that I thought I could get the promises of AA without doing the work. Вот сегодня, оглядываясь назад, я понимаю, насколько это было глупо ожидать, что обещания сбудутся до того, как я сделал какую-то работу по шагам. Like I thought that if I just sat in the rooms with other people that did the work, then maybe I would get the blessings that they were earning. Понимаете, я-то думал, наверное, что люди, сидящие вокруг меня на этих собраниях, мне что-то передастся от них, да, вот то, что они получают, я в конечном итоге, ходя на собрание, тоже смогу себе отхватить. Nothing has changed really in that area in my life. My favorite part of my job is my day off. So, чтобы вы понимали, на тот момент никаких перемен в моей жизни не было, а самым любимым рабочим днем был мой выходной. I always want to get paid to not do the work. Я всегда хотел, чтобы мне платили, и при этом мне не надо было ничего делать. But I go to my sponsor and he explains to me that the steps is the answer. Я прихожу к своему спонсору, а спонсор говорит, что ответом являются шаги. So together we begin this journey. И вот вместе мы отправились в это путешествие. Now I will tell you something that experience has given me that I did not know when I was new. И я сейчас расскажу вам кое-что из моего нынешнего опыта, чего я не имел тогда. I believed there was only one way to do the steps. Я верил тогда, что есть только один способ работы по шагам. I believed that the way my sponsor took me through the steps was the only way and everybody else was doing it wrong. Я верил, что только то, как мой спонсор провел меня по шагам, является правильным, а все остальное, что делают люди, это неверно. And I allowed my spiritual arrogance to act like I knew where the good dope was. И вот я-то позволял себе вот таким вот образом, считать, что я-то знаю дорогу. And what I've learned is that this is a spiritual adventure. Но я понял, что на самом деле, сегодня я понимаю, что это духовное путешествие, духовное приключение, если хотите. And that God exists in the spaces and the gaps and the mystery. Бог существует в пространствах, в маленьких закоулочках. И кстати, он всегда есть в чем-то загадочном. And maybe you have had this experience if you're sober a number of years. I'm sober over 2 decades. And I have friends who are good AA members that when we talk about the mechanics of the steps. И, возможно, у вас тоже есть этот опыт. Вот я на сегодняшний день трезв уже больше 2 десятков лет, и мы беседуем с моими друзьями о вот технических, механических каких-то аспектах нашей программы. Although the broad strokes, the big things are the same, the details are often different. И хотя основные вещи одинаковы, маленькие детали и нюансы очень часто отличаются.
Bill Wilson takes the steps in our big book on page 13 and 14. На 13 и 14, да, в рассказе Билла в конце, он двигается по шагам. And in my opinion, he does them wrong. И в моем мнении он делает это неправильно. As if my opinion means anything, but our entire fellowship is built on someone taking the steps radically differently than I take my guys through. Понимаете, можно подумать, что мое мнение имеет хоть какое-то значение, но вот просто вдумайтесь, да, его, вот он, предпринимающий шаги неправильно. Это то, на чем зиждется сообщество анонимной алкоголь. Those of us that are students of the big book in step 4, some of us have a 4-column inventory. Те, кто являются большими студентами программы и изучают это досконально, они вам скажут, что на самом деле там 4 колонки в инвентаризации. Some have 5. 5? Как вам? I'm greedy. I have 6. Я вообще жадный, поэтому у меня их 6. We can't even read the big book and agree on the right way to take the steps. Мы даже, читая большую книгу, не всегда можем согласиться на том, что правильно. There is an AA member that we lost at the end of last year that some of you may have heard of from California called Clancy I. When he did a 4th step, please go ahead. Go ahead. When he did a 4th step, it had nothing to do with the big book. It was 6 questions he created himself that he had his guys answer. Вот вам простой пример. Человек, который недавно ушел из жизни, большинство из вас знают его имя, он много чего сделал для анонимных алкоголиков, Клэнси Имислана. Клэнси вообще делал его следующим образом. Это его инвентаризация не имела никакого отношения к тому, что написано в большой книге. Он сам вывел 6 вопросов, которые он задавал своим подопечным, на которые они должны были ответить. Это была его инвентаризация. And like me, with my arrogance, you can scoff at that. Ну и так же, как я, с моим вот этим вот отношением к таким вещам, вы можете, пренебрежительно смотреть на все такие темы, да? That he helped more people than anybody else on the planet. So how could he be wrong? Но он-то помог огромнейшему, он помог больше народу, чем все остальные. Встает вопрос, он что, был неправ? My point is, the exact way that you go through the process is much less important than that you take the action of going through the process. Я единственное, что хочу, пожалуйста, самым основным здесь является не то, как вы это делаете, а то, что вы делаете это. Вот ключевое. The line in the book just pops in my head. God does not make too hard of terms to those who seek. Мне вспомнилась сейчас вот строчка из большой книги. Бог не усложняет, не усложняет эту тему для тех, кто ищет. If the terms are not hard, you can seek wrong to find. То есть, что это означает? Если он не создает трудных условий, вы можете даже искать не совсем правильно. So anyway, I digress a lot. I go back to my sponsor and I tell him where I am stuck, at this place where I know I need to find God, but it seems impossible to me. Извините, я тут, так сказать, отошел на секундочку, и так я своему спонсору говорю, что, ты знаешь, я вот здесь застрял, я не знаю, что. I cannot do step 2, and I cannot do step 3, and I am stuck. There has to be another AA way without God. Я ему говорю, что, слушай, у меня проблемы, я не могу ни второй шаг сделать, ни третий, поскольку у меня с Богом эти проблемы. Но должен же быть какой-то еще эевский путь, как-то без Бога. He showed me in the big book 2 things. The first thing he showed me is where it says, do not be afraid to ask yourself what spiritual terms mean. Don't let what other people say deter you. Он показал мне 2 вещи в большой книге. Одна из них была, помните, не давайте другим влиять на то, каково ваше понимание, что такое духовность. Because when you say God, it brings to my mind a picture that right out of the big book, I thought I had neatly avoided or evaded.
Понимаете, дело в том, что когда вы произносите слово Бог вот на тот момент, у it brings to mind my, меня появляется картинка того, чего я все это время так тщательно избегал. it brings to mind my grandfather's old Hasidic Jewish God. Понимаете, мне начинает вспоминаться вот Бог моих дедов, этот старый еврейский, хасидский вот этот Бог. With 600 rules and funny clothes and food you can't eat and foreign languages and just С целой кучей таких вещей, как-то странные одежды, какие-то там невероятное количество правил, каким-то другим языком, вообще целой кучей вещей, которые, ну, это не мое. or some crazy Christian idea that goes against everything I learned as a child that I can't possibly believe in. Ну или, например, вот эта безумная христианская идея, которая идет против всего того, чему меня изначально учили в религии. То есть я и это принять никак не могу. And in my mind, it has to be one or the other, and I can't do either, and so it all goes in the trash. И понимаете, в моей голове должно быть либо одно, либо другое. А поскольку ни то, ни другое я не готов принять, то и другое идет в мусорник. My sponsor says, if you can have a little open mind, you don't have to believe in God to do step 2 or step 3. But I argued some more with him. Мой спонсор говорит, ну, слушай, ну, давай мы как-то будем держать тему открытой. Тебе не надо, в общем-то, верить, да, для того, чтобы сделать второй и третий шаги. Я еще по-прежнему продолжаю с ним немножко аргументировать. Step 2 says, having had a spiritual, my mind. I know, it's all good. That we came to believe in a power greater than ourselves that would restore us to sanity. So I have to believe in God to do step 2. Вот, ну, и наш аргумент крутится вокруг того, что второй шаг что говорит? Пишик, веришь, что сила более могущественна может вернуть нам здравомыслие, да? Я ему говорю, ну разве я не должен верить в Бога? And I can't turn my will and my life over to something I don't believe in, so I can't do step 3. Ну, а что касается, как я могу принять решение, ну, припоручить свою жизнь и волю чему-то, во что я изначально не верю? Я не могу делать третий шаг. He takes me to the big book, to what has become to me one of my favorite questions in the big book. И он привел меня к вопросу в большой книге, который на сегодняшний день является одним из моих самых любимых. I believe the writing in the book about step 2 is some of the most beautiful writing. Я считаю, что, кстати, описание второго шага одно из самых великолепных, которые мне довелось встретить. But the actual working part of step 2 is where it says we had to ask the new man but one simple question. И вот, ну, рабочей частью этого шага является, нам нужно было задать всего лишь один простой вопрос. Do I now believe, or am I even willing to believe in a power greater than myself? Я верю или я готов поверить в силу более могущественного, чем я? That question means I don't have to believe in God. Этот вопрос, на самом деле, говорит мне о том, что у меня нет необходимости верить в Бога. Because if I did have to believe in God, the question would say, do I now believe in God? If not, get out. Потому что, на самом деле, этот вопрос бы, если это было необходимостью, был бы зафразирован следующим образом. Если ты не веришь в Бога сейчас, если ты еще не поверил, давай, вали отсюда. But it says or. And or is the magic word that allows a non-believer to stay in AA. А вот слово «или» является там абсолютно волшебное, потому что она позволяет такому, как я, Фоме неверующему, оставаться в анонимных алкоголиках. And this is what it asks of me. Are you willing to believe that maybe there's a God, even though you don't think so? Она, в принципе, говорит мне о том, что, ну, а готов ли ты поверить, да? Хотя, ну, вот ты не веришь, но ты можешь допустить? In other words, is it possible? Unlikely, but possible. Допустим, даже
Это, ну, давай предположим, это нереально, но хотя бы предположить такое можно. So I don't have to believe in God. No, you don't have to believe in God. But are you open to the idea that maybe, just maybe, you might be wrong, and that maybe, just maybe, there is a God? И я говорю, что, это самое, то есть мне не надо верить в Бога. Нет, тебе не надо верить в Бога. Но открыт ли ты для идеи того, что может быть, okay, ты не совсем прав, и может быть, все-таки он там где-то есть. Then the book says, as soon as a man says that he does believe, which I did not, И книга говорит, что как только он верит, а я не верю, or is even willing to believe, which I suppose I was, или он готов поверить, я полагаю, что, может быть, we emphatically ensure him he is on his way. мы яростно, можно сказать, говорим ему о том, что ты молодец, вперед. Step 2, done. Все, вторым шагом закончено, ты молодчинка. So now what do I do? А теперь, что мне делать? He told me, get on your knees and say the third step prayer. Just say the prayer. Он говорит, встань на колени и произнеси молитву третий шаг. Просто вот произнеси ее. Will this not make me a hypocrite? А разве я в этом случае не являюсь, как лжецом, да? He said, yes. Да. But you have a lot of problems. Он говорит, и у тебя, говорит, очень много других проблем. Let's worry about you being a hypocrite later. Давай мы позаботимся о том, что ты ханжествуешь потом. Now let's do the work. Давай поработаем. The big book says in step 12, having had a spiritual awakening as the result of these steps. В 12 шаге книга нам говорит, что обретя духовное пробуждение как результат этих шагов. Maybe your home group is like my home group. In my home group, everybody says the same thing. Вот у меня, я не знаю, может, у вашей домашней группы точно такая же, как моя, где у нас, например, говорят, все одно и то же. They say they are sober today because of the grace of God. У нас все говорят, что они сегодня трезвые по благодати Божьей. Because of the power of the 12 steps, they have found a God in their life that lets them stay sober. И благодаря силам шагов, которые привели их к этому Богу, он теперь дает им возможность оставаться трезвыми. And when I say God, I don't mean the old Jewish God or the Christian God. I mean the power that they themselves have connected to. И когда сегодня я говорю Бог, я не имею в виду ни вот этого старого древнего еврейского Бога, ни христианского Бога. Я имею в виду ту силу, которая дает им возможность подключиться к источнику. My sponsor said, if you could find God in step 2 or step 3, why would you do step 4? It's terrible. Он говорит, что слушай, если бы ты мог реально обрести Бога во втором или в третьем шаге, нахрена бы тебе нужно было делать четверку, тем более, что никто не любит ее делать. Противная штука. Step 5 is embarrassing. Пятый вообще, постыдный шаг. Step 6 and 7, nobody really understands. Шестой и седьмой вот никто не понимает. Step 8 and 9 cost a lot of money. А восьмой и девятый, знаешь, сколько бабок тебе будет стоить? Step 10 and 11 so confusing. Half the people think they're doing step 10 when they're really doing step 11. 10 и 11 такие запутанные, что половина людей, делая 10-й шаг, думают, что они делают 11-й. And step 12, I'd rather watch Netflix. И что касается 12-го шага, так я лучше посмотрю вон Netflix по телевизору. So if God keeps me sober and I find God in step 2 or step 3, that's all I'm gonna do. И если реально Бог оставляет меня трезвым, я могу его найти во втором или в третьем, поверьте мне, я больше работы делать не буду. So he challenged me to take the rest of the steps. And I went through this journey with him. И он предложил закончить остальные шаги, и мы отправились с ним в это путешествие. And maybe sometime I would get to share with you in detail my journey of step 4, that it healed
primary relationships, mom and dad and brother, and it took away judgment and it gave me freedom. И я когда-нибудь, поделюсь с вами более детально, своими там четвертым, пятым шагами, да, я, может быть, смогу рассказать вам о том, как это помогло восстановить очень многие из моих взаимоотношений, важных, мамы, папы, и как мне наконец-то перестало быть стыдно за многие вещи. And step 5 allowed me to feel like I was one of you, that we were the same, not separate. И пятый шаг, вот именно пятый, позволил мне почувствовать себя одним из вас, что мы все как одно, вместо того, чтобы быть отделенными. 6 and 7, I joke that nobody understands 6 and 7. Я шучу по поводу того, что 6 и 7 никто не понимает. I heard somebody in a meeting say one time, Bill Wilson didn't think much of 6 and 7. He only wrote one paragraph in the big book for 6 and only the prayer for 7. Кто-то однажды на собрании, я услышал, сказал, что Билл явно не думал очень высоко, не было высокого мнения про 6 и 7 шаг, потому что про 6 у нас маленький параграфчик, там буквально абзацик, можно сказать, а на 7 все, что мы имеем, это молитву. But I would tell you that Bill Wilson wrote the entire book about 6 and 7. Но я скажу вам, что Билл Уилсон написал целую книгу про 6 и 7. Everything we do here is about finding willingness to turn a little bit more of ourselves over to the power that we've connected to. Потому что на самом деле вся книга написана о том, чтобы каждый раз находить немножко больше готовности, приблизиться к нему и избавиться от еще больше себя. And the gift of step 6 and 7 for me is that it was okay for me to be just human. А реальным даром 6 и 7 шагов для меня было осознание того, что это нормально быть просто человеком. An old man said to me about steps 8 and 9 that you will buy back your self-respect, your self-worth, and your self-value the same way you spent it, $1 at a time. А один из эевских стариков когда-то сказал мне, что 8 и 9 шаги позволят тебе купить обратно все то самоуважение, самомнение и все то, что ты когда-то распродал вот так вот, раскидал по $1 за раз. And because in 6 and 7, I earned back my humanness, God gave me 10 and 11 so I could survive myself. А поскольку, если вы помните, я сказал, что в 6 и 7 я обретаю снова свою вот эту человечность, да, то 10 и 11 были даны мне для того, чтобы я с этой человечностью мог жить. Step 12 is so funny because I am so grateful for my life and so in love with Alcoholics Anonymous that you could not stop me talking about Alcoholics Anonymous to someone who is new or in the fellowship or on the journey because of the magic that it is in my life. 12 шаг, это просто абсолютно чудесная штука, потому что вот влюбившись в анонимных алкоголиков, будучи благодарным анонимным алкоголикам, так как я сегодня это ощущаю и испытываю, вы не сможете остановить такого, как я, от того, чтобы беседовать со всеми, с кем только можно об этом. I'm thinking about promises and what kind of a vision I would like to be for the new guy. Знаете, вот я когда сейчас думаю об обещаниях, я хотел бы подумать, вот каким бы я хотел, чтобы меня видел новичок. I told you when I got here, I was broken and depressed, and the world looked bleak and hopeless. Вот я помню, я пришел к вам, да,
я разбитый, я в полной депрессии. Все это было серым и абсолютно безнадежным. My life is a long way from perfect, Моя жизнь не идеальна. but I have found the peace that I was looking for in more than muted pastel colors. Sometimes I even get glimpses of the neon. Но я нашел, наконец-то, тот уровень умиротворения, который позволяет мне сегодня, вы знаете, да, видеть не только пастельные, но даже вот те самые неоновые цвета периодически. I have learned the difference between happiness and joy. Я понял разницу между радостью и весельем. I find happiness today in a good steak dinner, in a sunset, in a beautiful woman, in a new toy that I buy. Понимаете, счастье ведь можно найти во всем, что вокруг вас. Покупки новой игрушки для ребенка, женщине, сидящей рядом с вами, природе, цветке. This is the same feeling I used to chase in the bottle in the bag. Это то, зачем я всегда, чего я всегда искал, иногда находил раньше в бутылке. And happiness comes and happiness goes. И это, а вот радость, да, это та вещь, которая, ну, она приходит, и она уходит. But then there is joy, which I equate with peace. Да? А самым большим удовольствием, которое можно приравнять к чему-либо, да, является все-таки умиротворение. There is a confidence and a peace in my soul that lets me know it's going to be okay, and it allows me to breathe. У меня сегодня есть тот уровень умиротворения и уверенности, что в конечном итоге, да, все будет нормально. И это позволяет мне свободно дышать. In my sobriety, in my 24 years, I have had lots of ups and many downs. Знаете, вот за мои 24 года трезвости у меня было очень много подъемов. Я вам скажу, у меня было очень много падений. Some of them were unavoidable, and some of them were a self-imposed crisis I could neither postpone or evade. Некоторые из них, ребята, были неизбежны, такова жизнь. А некоторые из них были тем самым кризисом, который я сам на себя навлек, и уже после этого не мог ни избежать, ни каким-то образом порешать. But since I got sober, my father has passed. С тех пор, как я протрезвел, умер мой отец. My mother is struggling with the onset of Alzheimer's. She's what? Onset of dementia. Okay. У моей мамы, к сожалению, ну, на данном этапе идет тяжелая борьба с деменцией. I have had many business problems. У меня много проблем с бизнесом. I was married for 20 years, and I am no longer married. Ребята, я был женат 20 лет, я больше не женат. While I was married, my wife and I, she was pregnant 4 times. We saw the heartbeat 4 times. We have only one son. И чтобы вы поняли, у моей жены было 4 беременности. Я говорю про ту беременность, когда мы слышали сердцебиение. И у нас с ним 1 ребенок. This last year has been difficult for everybody. Этот последний год был ужасным ведь для очень многих. Трудно. When Zoom first came into my life, I said, this will never work. Когда Zoom впервые у меня, наконец я стал пользоваться, там появился в моей жизни, эта хрень не будет работать. I am certain we are all going to die. Я уверен, мы все дохнем. Shortly after the pandemic started, I got very ill, not with COVID, but I had, it's a long story, but I had a heart problem, which caused a stroke, which caused a seizure, and then I broke my back.
Значит, чтобы было понятно, я в самом начале пандемии я заболел, но не ковидом. Ребята, у меня были проблемы с сердцем, которые в свою очередь вызвали инсульт, который в свою очередь вызвал спазмы, из-за которых я упал и сломал себе спину, позвоночник. I am laying in bed in April of last year. The doctors do not know if I will walk again. И в апреле прошлого года, когда я лежал в постели, врачи не знали, я снова смогу ходить или нет. My business is failing and has been closed by the government because of COVID. Мой бизнес, я вынужден был закрыть его, это было в связи с государственными, так сказать, делами, да, и это в первую очередь имело прямое отношение к ковиду. I am newly divorced and feel ashamed of things I did to cause the divorce. И на тот момент, поймите, я только недавно развелся, да, и я чувствую я чувствую огромнейшее чувство стыда за свою вину в этом разводе. And I'm laying in the bed and my head is starting to attack me. И вот я лежу в этой постели, да, и моя голова начинает меня атаковать. And then I had what I will tell you is one of the most beautiful spiritual experiences I have ever had. И вот именно в этот момент у меня произошел один из самых прекрасных духовных пробуждений. Я испытал один из самых лучших опытов, который когда-либо ощущал. I've had many small spiritual experiences over the years. У меня было много маленьких духовных пробуждений в течение всех этих лет. That feeling, that happiness, that connectedness, many, many times. Знаете, вот это ощущение Бога, вот это ощущение радости, приподнятости, это я испытывал много-много раз. 2 or 3 times I have had profound, powerful experiences. 2-3 раза это было вот глубочайшее ощущение совершенно. And laying in the bed that day, I had one of those. И вот в тот день, когда я лежал в постели, про день, который я вам рассказываю, я испытал одно из самых сильных. It felt like a blanket was pulled up over me, and I could almost feel the blanket. Вы знаете, я почувствовал, словно кто-то очень нежно укрыл меня одеялом. Я как бы чувствовал это одеяло. It sounds crazy, but the blanket almost had a color. It was almost purple. Вы знаете, это звучит, наверное, как-то безумно, да? Но цвет этого был какой-то почти что фиолетовый. Вот я помню, как оно выглядело. And a feeling of peace filled the room. И вот ощущение умиротворения и спокойствия заполонило всю комнату. Afterwards, the guy I sponsored, the whole thing lasted maybe 2 minutes. И все это продолжалось где-то в течение пары минут. It had a great effect for a couple of weeks, and now is just a memory. И в течение пары недель, я вспоминал об этом часто, это был реально потрясающий эффект. Где-то вот пару недель, как я уже сказал, сейчас это уже больше из области воспоминаний. The guy I sponsored asked me to describe to him what the spiritual experience felt like. Один из моих подопечных попросил меня описать, вот, каково это было, да, как это. What it felt like was the answers to the question of the new guy John 24 years earlier. И на самом деле, вот как это чувствовалось, да, это чувствовалось как правильный ответ на вопрос Джона, который был задан мне когда-то, 24 года назад. Чего ты хочешь от АА? It felt like AA works. Это вот почувствовалось, что анонимные алкоголики работают. AA works in spite of any problem that you have ever had or will ever have. That if you are in the middle of AA, that you can survive it and you can be sober and you can have a good life. Что анонимные алкоголики работают при любом раскладе. Что, находясь в анонимных алкоголиках, я могу пережить все, что угодно. И справиться со всем, что угодно в своей жизни. And how do I know? А сейчас? Because God is real. Потому Because что- God is real. Because
because through the journey of Alcoholics Anonymous, the one promise in my life that they gave me when I was new has come true. And that is that through active participation in Alcoholics Anonymous, I can stay sober one day at a time and relatively happy and comfortable in my own skin. И это работает так же сейчас, как это работало тогда. И мне было дано одно обещание, которое неизменно, да, это то, что если я продолжаю оставаться активным членом этого сообщества и делать то, что надо, это будет работать. And that I have been introduced to a power greater than myself, that is stronger than any problem in front of me. Это потому что анонимные алкоголики привели меня к силе гораздо больше, чем я, познакомили меня с ней, и это может решить любую проблему. And that power is real, and it is personal, and I can depend on it. И эта сила, она реальная, на нее можно положиться при любом раскладе. How do you describe the experience of Alcoholics Anonymous? Вот как описать опыт, который, ну, то, что я испытал у анонимных алкоголиков? When what the experience is spiritual in nature. Если это, ну, на самом деле, это духовное по своим ощущениям. And what is spiritual exists in the spaces, in the gaps, and in the mystery. А то, что духовное, как я раньше сказал, это существует в пространствах, это существует в закуточках, и это существует в загадках. Other than to say that with you, my brothers and sisters, I dance together my private dance, and I watch you as you dance your private dance, and we do it alone, together as a group. And I'm so grateful to have spent this hour with you. Thank you for the invite. Я просто хочу сказать вам, что для меня это сегодня как духовный танец, который я, находясь с вами, мои братья и сестры, исполняю вместе с вами, но при этом каждый из нас танцует по отдельности. Я безумно благодарен вам за возможность побыть с вами сегодня. Спасибо, что послушали. Спасибо, спасибо огромное, Шелдон. Спасибо огромное, Григорий. Друзья, пишите ваши вопросы, чат открыт. И у нас уже есть вопросы. Олег из Москвы спрашивает, какой самый запоминающийся 9-й шаг был в опыте Шелдона? Спасибо. You're gonna like this one. Oleg from Moscow is asking a question. Which one of your amends, the step 9 deals, okay, was the most memorable one for you? When I was very newly sober, I made the amends to my mom, which was powerful in its own right. Когда я был еще очень свежим в трезвости, я сделал 9-ку своей маме, да, что, ну, само по себе уже нелегкий, это, как правило, не самый легкий 9. Because I had caused her a lot of pain. I started drinking very young, and I had caused her worry and pain, and it was hard for her. Поймите, что я начал пить очень рано, и я принес много беспокойства, и много тревоги, много боли в жизни этой женщины, потому что она видела все то, что со мной происходило. But the real amends to her took a long, long time. Но настоящая 9-ка, которую я сделал, да, она заняла очень долгое время. I had stolen money from her, and it was more money than I had. Видите, я в свое время украл у нее очень много денег. Это было значительно больше, чем те деньги, которые у меня были. When I told her this, she told me that I did not owe her any money. Когда я сказал ей об этом, она сказала: "Мир, ты не волнуйся, ты мне ничего не должен". And I had been prepared for this by my sponsor, that parents like to let you off the hook. Но я был подготовлен к такому ответу с ее стороны, и мой спонсор меня к нему подготовил. And
he said I must not let her. I must pay back the money. Он мне сказал, что это не имеет никакого значения, что я так или иначе должен с ней расплатиться. Я должен отдать ей эти деньги. But she told me that my aunt had died and left money to me and my brother. И она, в свою очередь, сказала мне, что умерла моя тетя, сообщила мне, и что тетя оставила деньги мне и моему брату. She gave my brother his money and she kept mine. И в результате она отдала моему брату его деньги, но оставила себе мои. And I felt so relieved because it was like the amends was made for me by somebody else. И вы себе не представляете, да? Я такое облегчение ощутил от этого. Вот это словно кто-то пришел и за меня сделал мою девятку. Because I still like to get all of the reward with none of the work. Потому что, ребята, если честно, я по-прежнему люблю получать, так сказать, все вкусняшки без того, чтобы что-то делать. Да? 10 years later, my mom and I's relationship is still very strained, and I don't know why. И хотите верьте, хотите нет, но 10 лет спустя наши с мамой взаимоотношения, они по-прежнему достаточно натянуты. Я никак не могу понять, почему. She needed financial help, and I gave it to her. Ей нужна была финансовая помощь. И в тот момент я был способен ей это оказать и, разумеется, сделал. At first, she didn't want my help. Сначала она не хотела, она отказывалась от моей помощи. She was in Al-Anon, so it was easy for me to explain, well, this is really my true ninth step. Ну, поскольку мама была в Аланоне, мне было не так уж и сложно объяснить ей: мам, ну вот это вот и есть, в общем-то, неотъемлемая часть моей девятки, да, она вот настоящая. So she took the money. Она согласилась и взяла деньги. And it was some bills that I paid for her over time. So it was a 2-year process of me paying these bills. В течение 2 лет просто я стал оплачивать некоторые ее счета. And when the big book says you will be amazed by the time before you are halfway through, this is Когда true. большая книга говорит о том, что вы будете удивлены, прежде чем половина пути окажется позади. See, I believe the gift of the amends to my mom was that as I really paid her back, of course, in some way, she looked at me with new eyes and she gained respect from me. Понимаете, когда я начал делать это, моя мама посмотрела на меня новыми глазами. Да? Я обрел уважение в ее глазах. But more importantly, my ego no longer had to write a story about how it was okay for me to have never made the amends. Но самое главное, что мне больше не нужно было давать своему эго рассказывать мне какую-то историю о том, что да, ну это нормально, не возмещать. As I made the amends to her, I was able to see her for who she was. И когда я сделал вот это, да, дело, я наконец-то смог увидеть ее такой, какой она на самом-то деле есть. Not the story I wrote, not the monster I created, not the fantasy and the lies, but who she really was. Не того вот монстра, которого я создал, не тех фантазий, да, а вот настоящую ее я смог действительно увидеть, этого человека. Just a woman who did her best to raise 2 boys by herself. Это была женщина, которая в очень тяжелых условиях, лучшим образом, что она смогла, вырастила 2 ребят. Who made mistakes, who did things wrong, who tried her best. Которая тоже совершала ошибки, да, которой тоже было огромное количество проблем, но тем не менее она сделала лучшее, что она смогла, учитывая обстоятельства. And today my mom and I are close. И сегодня мы с мамой очень близки. So if spending a little money and a little embarrassment buys me back a relationship with my mother, I think it is money well spent. И вы знаете, если потраченные деньги и немножечко вот этого стыда, да. A long answer, I'm sorry. Да,
Это все, что стоит вот того, чтобы восстановить, это, вы знаете, это невысока цена. Извините, что так длинной получилась история. Отличная история. Спасибо, Шелдон. Вопрос от Елены. Как часто у тебя возникает ощущение, что ты хочешь вылезти из своей собственной кожи, так как тебе неприятно в этом мире? Или сейчас такого не бывает, в принципе, никогда, в принципе? A lady named Helen is asking question. Do you ever feel like you want to just get out of your own skin because you're not comfortable there these days? Or has that feeling been gone for a while? That feeling comes less often, less powerful, but that feeling still comes. Это ощущение периодически приходит, но оно сегодня приходит гораздо реже, и у него нет даже близко с тем уровнем интенсивности, который оно когда-то имело. If I could be honest, by now I'm 24 years sober. I should be better than I am. Если говорить, I can say the same about me. Если говорить честно, имея 24 года за поясом, по моим пониманиям, я должен быть в гораздо лучшей форме, чем я имею место быть. God, I love you, man. Окей, много очень благодарности. There's Вопрос. a ton of, let me tell them this. There's a boatload of gratitude and thanks to you for the story. Just a little FYI. Да, вот вопрос. Шелдон, ты счастлив? И в чем заключается счастье для тебя? Okay, Sheldon, here's a question. Are you a happy man? Can you say that about yourself? And what does that constitute for you? What does that entail today for you? If you can sum it up somehow. I know it's not an easy one, but. So I have problems. Okay? We all have problems. My business is still struggling. У меня с бизнесом по-прежнему проблемы. I am moving in 1 week, and my son and I will live separately for the first time. Okay. Мне надо будет переехать, я собираюсь переезжать через неделю, и впервые я и мой сын, мы будем жить отдельно друг от друга. No fighting or arguing. We're still close, but it is still strange. Это у нас нет, это не из-за каких-то там междоусобиц, ничего такого, но это вот, это очень странное ощущение, я не привык к нему. I am in love with a woman that is not good for me. Я очень люблю женщину, которая, можно поставить под вопрос, хороша ли она для меня. Oh, please. My back still hurts. Моя спина до сих пор болит. So I have a lot of reasons, if I was to write them down and study them, for me to be sad. Поэтому, если я вот возьму и все эти вещи напишу, да, я могу быстро загрустить. У меня есть причины. But I know some things that as a new person you cannot know. You just have to believe someone like me when I tell you. Но я знаю сегодня кое-какие вещи. Если вы новичок, вы их знать не можете. Но вам придется просто поверить мне на слово. I know that AA works. Я знаю, что анонимные алкоголики работают. And I know that God is real. И я знаю, что Бог настоящий. And my experience is that everything works out in the end. И я точно знаю, что в конечном итоге все будет хорошо. So I am not always happy. But I always have peace and I always have joy. Да, я не всегда радостен, но я всегда счастлив, я всегда умиротворен. Спасибо. Следующий вопрос от Яны. Вопрос: алкоголь с нами с рождения или мы приобретаем его со временем? Алкоголизм, наверное, подразумевался. Ну, я тоже полагаю. Okay, Sheldon, lady named Yana wants to know what your opinion, I guess it will be out of the opinion realm. Are you an alcoholic by birth, or is it an acquired kind of a deal? Would it be rude to say I don't care?
Он говорит, а было бы вот, ну, это было бы грубо с моей стороны сказать, а меня это совершенно не волнует, какая разница. Окей. Следующий вопрос. Вероника спрашивает. И также Виталик. Шелдон, расскажи, пожалуйста, о взаимоотношениях с независимыми людьми, ну, с нормативными людьми. Ощущаешь ли ты себя не таким, или, может быть, они для тебя иные, да, или ты ощущаешь себя иным? Можно уточнение быстро? Быстрое уточнение, если можно, пожалуйста. Hold on. Быстрое уточнение. Мы имеем в виду интимные взаимоотношения или же мы имеем в виду просто взаимоотношения? Нет, здесь написано просто взаимоотношения, обычные человеческие взаимоотношения с другими людьми. Okay. Sheldon, a lady is asking a question whether or not in your relationship with normals, the normies, you know who they are, I don't. Do you feel sort of different from the crew, or do you? This is one of the things that sometimes irritates me about our fellowship. Иногда, вы знаете, есть одна вещь, которая меня иногда раздражает в нашем сообществе. Many of us, especially me, have some kind of strange arrogance. Ну, нам свойственно вот это вот, назовем его, странного уровня пренебрежения, да? That somehow, because I am an alcoholic, I am sicker, I am more neurotic, I am more, I am worse than the other human beings. Понимаете, мне начинает казаться, да, вот в моем ошибочном этом мнении, что поскольку я алкоголик, значит, я более неврастеничен, да, более, так сказать, не знаю, там, эмоционален, чем остальные люди на этой земле. Да? I believe that I suffer from humanness that is relieved by alcohol, and this causes me to be an alcoholic. Если честно, то я думаю, что я страдаю от самой обычной человечности, которая излечима для такого, лечится для такого, как я, очень часто, особенно в начале пути, алкоголем. И это именно то, что делает меня алкоголиком. Some people that are not alcoholic find a way to adjust to life easily, but many of them do not. Вы знаете, очень многие, кто не являются алкоголиками, находят пути, как подстроиться вот по всем этим параметрам в этой жизни, да, а некоторым по-прежнему бывает очень-очень-очень нелегко. I think that Alcoholics Anonymous works. Но анонимные алкоголики работают. And that if I have active, regular participation in the program of Alcoholics Anonymous, that I can fit in the world beautifully. И если я принимаю активное участие в своем сообществе, я в этот мир вот просто вписываюсь прекрасно. And that provided I stay connected here, that I can live a normal life. Условием является тот факт, что я связан с анонимными алкоголиками. И тогда... Sorry. Go ahead, no, go ahead. And there are people in the outside world that I do not feel comfortable around, but there are people in the rooms that give me the creeps too. И вы знаете, если он вот таким образом, да, будучи связанным с анонимным алкоголиком, я чувствую себя нормальным. И я должен вам сказать, что да, есть тут нормальные люди, с которыми мне реально некомфортно. Но давайте согласимся, что и в этих комнатах хватает людей, от которых становятся прям вот, как говорится, мурашки по телу, да? Окей, спасибо. Следующий вопрос от Ларисы. Шелдон, а есть ли у тебя мечты? Okay, Larissa is asking a question. Sheldon, do you have dreams? I have all kinds of dreams. I have dreams when I am asleep.
I have daydreams when I'm awake, and I have hopes and dreams for greatness in my life. Dreaming is the color of the spirit, and I am grateful for all the kinds of dreams I have. У меня целая куча разных мечт, мне нравится это слово. Я мечтаю, когда я сплю. У меня бывает, что я могу замечтаться среди бела дня. И да, у меня есть надежды и мечты о светлом будущем. Я считаю, что это своего рода краски духовного аспекта жизни, если речь идет о мечтах. Спасибо. Вопрос от Ирины. Какие принципы Шелдон прописывал в первой колонке 4-го шага? Ну, понимаешь. Okay. All right. No, that's cool. That's a good question. Okay. Да, извини, я уже с тобой начинаю по-английски говорить. Irina is asking, what principles have you put down on your inventory? You know, we have people, institutions, and principles in the first column. Do you recall? Yeah, I will tell you that in my experience, most of the institutions and the principles that I had resentments towards really were tied to people. Principles typically are true, right? You shouldn't steal. This is true. You should be polite. This is true. You should be kind. This is true. You should be respectful. This is true. Children probably should know their place. This is probably true. What I had a problem with is that idiot that kept jamming it down my throat. And I believe that the freedom from the, like, institutions is another great one. I hate all cops. I hate them all. No, you don't. You hate the one that busted you, that found the dope you thought was properly hidden. This is the guy you hate, not all cops, right? And so for me to get free, what I really had to do, even though, again, it is in the book that the institution or the principle could be the problem, is I had to ask myself, who jammed the principle down my throat? And is the resentment towards them? Because if it is, I can forgive and make amends to them. It's convenient if it's a principle, because how do you forgive and make amends to a principle? That's true. Шикарно. Значит, смотрите. Дело в том, что я обнаружил для себя, что и принципы, и инстанции, да, организации, это не в них непосредственно дело. Дело всегда в каких-то людях. И давайте, если уже говорить о принципах, согласимся с одной вещью хотя бы. Подавляющее большинство принципов, не все, но подавляющее, но это реально так. Не надо воровать. Вот вам принцип, да? Ну что, согласны все, не надо врать. Я думаю, что мало кто будет спорить, да? Дети должны знать свое место. В большинстве случаев, наверное, это тоже правильно. Однако вопрос и мои претензии на самом деле не к самим принципам, почти никогда, так же, как и к инстанциям. Они скорее к тем людям, которые мне эти принципы, да, навязывали. Так же, как с инстанциями. Я ненавижу всех полицейских. Почему? Нет, это не так. Ты не всех полицейских ненавидишь. Ты ненавидишь того полицейского, который остановил твою машину, обыскал и нашел пакет анашки у тебя под сиденьем. Вот его, да, тут можно как бы понять. А знаете, почему очень важно всегда искать за всем этим людей, именно людей? Потому что с людьми у меня есть инструменты, такие как 9-й шаг возмещения ущерба, да, которые позволяют мне восстановить мои взаимоотношения с этими людьми. А как вы будете восстанавливать взаимоотношения или как вы будете делать 9-ку принципом? Подумайте. Окей, следующий вопрос от Елены. Шелдон, расскажи, как отдать Богу деньги. Ну, наверное, не деньги Богу, а как отдать проблему, денежную проблему Богу, денежный вопрос Богу. Okay, young lady is asking a question. How do you turn over the money deal to the higher power? What needs to be done?
The book does not say that you will not have economic insecurity. It says you will not be afraid of it. Okay. Let me tell him that real quick. Большая книга, ребят, не говорит о том, что у вас не будет финансовых проблем. Большая книга говорит вам о том, что вы не будете из-за них переживать. Вот это обещание. My sponsor told me that if I was to make money the central point of my life, that what I was really doing was I was trying to have enough money to where I no longer had to trust God. Мой спонсор сказал мне, что если я поставлю деньги во главе угла, да, сделаю их основной целью своей жизни, то на самом деле за этим всегда прячется то, что я хотел бы иметь их столько, чтобы мне не нужен был Бог. And he told me that would be exactly $10 more than I would ever have. Но это всегда будет на $10 больше, чем то, что у тебя есть. Most of us in our sobriety have had ups and downs financially. We've made more money sometimes, less money other times. The funny thing is, the people who are the most afraid by money are usually the ones that are making the most. Вы знаете, у нас у всех были проблемы какого-то рода. Иногда нам везло, да, иногда мы очень хорошо зарабатывали. Бывали спады. Это так же, как со всем остальным, да, и спады, и подъемы. Но я обратил внимание, что переживают по этому поводу, как правило, те, кто на самом деле, у кого финансовые дела обстоят лучше, чем у многих других. So it all comes down to asking God honestly to let me trust him and not the dollar or the ruble. И на самом деле это все будет сводиться к тому, чтобы абсолютно честно, да, от глубины души, что называется, попросить Бога помочь тебе доверять Ему, а не доллару или рублю. Окей, спасибо. Следующий вопрос. Таня спрашивает, как ты сегодня определяешь душевный покой и как различить равнодушие и принятие? Tatiana is asking, how do you feel that you are serene, okay? And how to tell, in your opinion, indifference from acceptance? This is a great question. Это очень хороший вопрос. The language is interesting because the way I hear the question may not be the way the question is asked. Indifference takes no effort. Indifference is what I feel when I don't give a shit. Acceptance is when I care and I have to act like I'm indifferent. Смотри, значит, вопрос очень хороший, потому что когда равнодушие не требует никаких усилий. Потому что вот, например, есть что-то происходит, а мне насрать. А вот когда я должен принять, да, принятие – это когда меня на самом деле это волнует, но мне придется себя вести так, словно мне насрать. Отлично. Окей, наверное, у нас остается последний вопрос, время. Девушка спрашивает, почему алкоголики, которые много лет трезвые, все равно остаются обидчивыми и озлобленными на весь мир? Ну, это по ее мнению. Окей. Okay. A young lady is asking, I guess that's been her experience, that why is it that people that's been in AA for a long time, who have a lengthy period of sobriety, are still get pissed off very easily, okay, get upset very easily, and seem to be pretty much pissed at the whole world. You know, the grumpy kind. I'm a little offended by that question. Он говорит, меня такой вопрос оскорбляет. Because we are human. Because we don't come to AA to ascend our humanity. We come to AA to survive it.
Потому что, ребят, мы все люди, да, и мы приходим в анонимные алкоголики не для того, чтобы опуститься к этому человеческому состоянию. Мы приходим тут сюда, чтобы пережить его. The book says no one among us has been able to maintain anything like perfect adherence. Вам большая книга говорит, что никто из нас не смог даже, вот, как говорится, рядом быть с тем, чтобы соблюдать все эти духовные принципы. Да? Даже вот рядом не валялись. Beware the guru. He probably beats his wife and starves his children. Okay? Бойтесь вот тех, кого возвели в гуру, потому что вполне возможно, что он бьет свою жену и морит своих детей голодом. Mom just said that there are no saints among us. Окей, друзья, к сожалению, наша встреча подошла к концу. Еще огромное количество благодарностей и еще огромное количество вопросов, на которые мы, к сожалению, у нас нет времени их не задать, не ответить. Я уверен, что Шелдон поделится своим контактом. Он у меня, есть у Григория. Вы можете обращаться. Кстати, его контакт прямо на его аватарке рядом с его именем. Он свободно дает, и у него есть WhatsApp, ребят. Номер WhatsApp написан у него рядом с именем. Так что, кому будет интересно, обращайтесь к нему. Огромное спасибо, Шелдон, огромное спасибо, Григорий. Let me tell them real quick. There's a boatload of things, people that I'm telling you, it's amazing. That people are tremendously thankful for what you've done, and so am I. And we just want to wish you the best of all the best, and thank you for what you do, and thank you for being here with us. Друзья, наше собрание подошло к концу. Спасибо, что предоставили мне возможность провести это собрание. Если я кого-то обидел, прошу у вас прощения. Хочу